Уважаемые зрители, меня зовут доктор Газили, и сегодня мы увидим анатомию плеча, а затем как это работает. Описывая анатомию плеча, мы начнем с костного скелета. Плечевая кость является частью левого плеча. Это рука. А потом лопатка, что позади. Мы увидим сейчас костный скелет в деталях. Здесь мы наблюдаем скелет плечевой кости. Что важно знать, что есть хрящ здесь, поверхность которого занимает 3/4 сферы. Этот небольшой район называется большая бугритость, которая может быть переломана в момент травмы и на которой прикреплены сухожилия вращающегося манжета плеча, как мы увидим позже. Костлявая гребень, в которой путешествуют длинные сухожилия бицепса, а затем эта область называется шеей плечевой кости, которая очень часто является причиной переломов, например, в лыжном спорте. Мы видим здесь левую лопатку, называющуюся скапулум, а здесь верхнюю поверхность хряща, называющуюся суставной. А вот акромен. Очень важная часть патологии вращающегося манжета плеча, который мы увидим позже. Потому что этот акромен при рождении может быть плоским, но он также может быть в форме крючка или в изогнутой форме в лучшем случае, вызывая значительные патологические нарушения вращающегося манжета плеча. И здесь мы видим два элемента скелета кости плеча. Эти два элемента связаны шарнирно друг с другом через их хрящевые поверхности. Хрящ плечевого компонента, хрящи лопатки. Эти две части соединены за счет мембраны, которая называется капсулой. Эта капсула может быть очень растянута в конституционной гиперсвязочной распущенности, или же быть очень жестокой, очень утолщенной в клейкой капсуле. Я покажу вам, что происходит, когда есть внутренний вывих плеча. Плечо отсоединяется, когда главная часть плечевой кости покидает суставную поверхность, что называется внутренним вывихом плеча. Как плечо работает? Этот макет будет расположен на правом плече в районе лопатки, ключицы и плечевой кости. На примере капсулы, что мы описали раньше, и которая охватывает две костлявые части плечевого сустава, мы увидим мышечный слой, который состоит из 4 сухожилий, 4 мышцы вращающегося манжета плеча. Почему манжеты? Поскольку эти 4 сухожилия буквально охватывают верхнюю конечность плечевой кости. И почему вращающиеся? Потому что эти 4 мышцы, сухожилия вращающегося манжета плеча, позволят внешние и внутренние вращательные движения руки. Из этих 4 сухожилий есть одно сухожилие надосной мышцы, которое проходит под костлявой аркой, что является акромионом и будет подвергаться явлению трения, особенно если акромион изогнут или в форме крючка. Эти явления трения могут привести к истинному разрыву сухожилий, когда сухожилия отделяются от большого бугорка плеча, и мы можем оперировать этот разрыв с помощью микрохирургической техники артроскопии. Там, где есть ростовщичество из одного или нескольких сухожилий вращательного манжета или явление разрыва, пациент не испытывает боли в плече, а вдоль боковой поверхности руки. Особенно, когда спать на боку или когда пациент использует руку вверх от горизонтали. Наконец, последний элемент является сухожилием длинного бицепса. Это сухожилие также подчинено явлению трения. Сухожилие передвигается в костном пазу, а затем пациент чувствует боль в передней стороне руки. Наконец, последний элемент является сухожилием длинного бицепса. Это сухожилие также подчинено явлению трения. Сухожилие передвигается в костном пазу, а затем пациент чувствует боль в передней стороне руки. Мы сегодня с вами увидели анатомию плеча, которая является сложным. Это может объяснить потенциальное анатомическое повреждение и все расстройства плеча.